Всем привет, с вами Наталья Рукодельная. Сегодня я расскажу про свою массу папье-маше. Мне очень нравится с ней работать, она пластичная, удобная в работе, прочная, но в то же время легкая и, главное, почти бесплатная. В предыдущем ролике, который вы можете посмотреть по подсказке сверху или в описании видео, я рассказала, как я делаю заготовку из яичных лотков для этой массы. Сегодня же я расскажу, что я использую для изготовления ее. Я пробовала разные варианты. И с клеем ПВА, и с обойным клеем, и с гипсом. Но для основной массы я использую самую простую, с мучным клеем. Может, кто-то помнит, что на такую смесь раньше клеили обои, так как не было специальных клеев и держались обои очень хорошо. Вот и масса с мучным клеем достаточно прочная. Итак, на 120 мл воды я беру 4 столовые ложки муки. В холодной воде размешиваю муку. Если есть комочки, можно подключить миксер, но я обычно оставляю на время и венчиком потом разбиваю все комочки. Ставлю на плиту на чуть больше минимума и начинаю помешивать сразу, потому что мука на дне сразу же начинает завариваться. Лучше всего помешивать венчиком. У меня он, правда, великоват, все никак не куплю поменьше. Так помешиваю постоянно, завариваю муку, пока смесь не станет густой. Такой густой, что клей держит форму. Клей остужаю, переливаю в какую-нибудь форму и держу в прохладном месте, так же, как и массу папье-маше. Хранить и то, и другое можно неделю или даже больше. Главное, чтобы готовая масса была плотно закрыта, чтобы не высохла. Теперь, когда мне нужна масса, я беру заготовку и добавляю в нее мучной клей. Как следует вымешиваю ее, добавляю еще клея или бумаги, чтобы масса получилась в меру влажная, но не сильно, чтобы масса не давала сильные усадки. Вот, в общем-то, и все. В следующих видео обязательно покажу, что я из такой массы делаю. А пока, если не смотрели, можно посмотреть видео по декору бутылки. Ссылка в подсказке сверху и в описании видео. Спасибо всем за визит.